Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. По результатам голосования, которое я провела буквально пару дней назад, подавляющему большинству моих зрителей интересны поделки для дома, а именно декор из папье-маше. Так что встречайте пополнение в моей коллекции. Скромный цирковой слоненок. Я знаю, что многие негативно относятся к теме цирка и не приемлют даже декор на такую тематику. Но для меня цирк – это что-то похожее на волшебство и сказку, и ни с чем плохим он у меня, честно говоря, не ассоциируется. Но мне интересно и ваше мнение, так что пишите в комментариях, что вы думаете про цирк и декор на эту тему. Ну а теперь давайте приступим к работе. Для начала нам понадобится 4 шарика разного размера. У меня самый большой – это шарик от сухого бассейна диаметром 7 см. 2 пенопластовых шарика диаметром 5 и 4 см. И самый маленький шарик – это контейнер от бахил диаметром 3 см. В принципе, все шарики вы можете скатать, например, из фольги, если не найдете таких же шариков, как у меня. Все шарики для удобства работы надеваем на шпажки или на проволоку. Теперь нам понадобится масса папье-маше. Рецепт моей массы вы найдете в подсказке и в описании под этим видео. Также нам понадобится крахмал, чтобы масса не липла к рукам, и обычная вода для выравнивания поверхности деталей и склеивания их между собой. Берем небольшое количество массы, немного обваливаем ее в крахмале, чтобы с ней было удобнее работать и она меньше липла к рукам, и как следует разминаем. И оклеиваем массой наши шарики. Сначала просто выравниваем поверхность руками, а потом влажными пальцами или кистью убираем все стыки и неровности. В итоге у вас должно получиться 4 шарика, оклеенных массой папье-маше. Помещаем палочки, на которых зафиксированы шарики, в стакан так, чтобы шарики не соприкасались друг с другом. И оставляем их сохнуть на 2-3 дня. Теперь нам понадобится фольга. Формируем из нее что-то типа трапеции. Это будущие ноги слона. И с помощью зубочистки прикрепляем заготовку к самому большому шарику. А дальше массой папье-маше оклеиваем эту заготовку. Очень важный момент. Чтобы свежая масса приклеилась к уже высохшему шарику, шарик в месте соединения нужно намочить обычной водой. Наверняка вы обратили внимание, что масса у меня лежит на столе не в пакете. Просто в этот раз мне попался очень водянистый клей ПВА, и масса получилась очень липкой, поэтому я решила ее немного подсушить на воздухе. Но лучше все-таки хранить ее в пакете, а чтобы убрать излишнюю липкость, просто добавьте побольше крахмала и как следует вымесите. Стеками или любыми удобными вам инструментами намечаем разделение ног и делаем их немного округлыми.
Также, например, коктейльной трубочкой намечаем пальчики. И снова оставляем туловище слона на просушку примерно на день или на два. Теперь нам необходимо выстроить шарики друг на друга. Самый большой будет внизу, а самый маленький наверху. Для этого соединяем шарики друг с другом с помощью зубочистки и кусочка массы папье-маше. Не забывайте смачивать водой места соединения. Шарики также отправляем на день на просушку. Теперь нам понадобится одно деревянное или пластиковое кольцо. У меня это кольцо для штор, но если у вас ничего подходящего нет, то можно раскатать колбаску из массы папье-маше и замкнуть ее в кольцо и дать высохнуть. Это кольцо будет фиксировать шарики на месте и будет служить для них дополнительной опорой. Приклеиваем шарики к кольцу на любой полимерный клей, например, дракон или мастер. Так как я делала шарики немного наклоненными в одну сторону, при приклеивании их к кольцу слежу, чтобы сгиб был в нужную мне сторону, в кольцо, а не из него, иначе слон будет как бы падать назад. И приклеиваем кольцо с шариками к основе, на которой будет стоять слон. У меня это арена. Как ее сделать, я показывала в видео про другого циркового слона, сделанного из копилки. Ссылка на то видео в подсказке и в описании под этим видео. Если не хотите заморачиваться с ареной, можете взять деревянную или картонную заготовку в форме круга и приклеить шарики на нее. После того, как клей схватится, на самый верхний шарик нужно приклеить и заготовку будущего слона и тоже оставить до полного схватывания клея. Теперь нам понадобится либо толстая проволока, либо, как в моем случае, металлическая основа от ободка. И из нее мы будем делать хобот. Так как слон у нас не претендует на реалистичность, хобот будет очень длинный. То есть в итоге хобот — это еще одна точка опоры для всей конструкции. Придаем проволоке нужный изгиб и с помощью фольги начинаем наращивать объем. При наращивании объема не забывайте, что сверху у нас будет еще слой массы папье-маше, которая также добавит как минимум пару миллиметров. И из фольги формируем небольшой хвостик. Массой папье-маше обтягиваем хобот и устанавливаем его на законное место, то есть прикрепляем к туловищу слона. И не забываем про хвостик. Также желательно дополнительно укрепить места соединения шариков небольшими кусочками массы. Оставляем слона на просушку на 2-3 дня. Дальше я сгладила переход от хобота к туловищу, то есть нарастила голову, но этот этап куда-то пропал из моих файлов. На самом деле ничего сложного нет. Смачиваем водой место соединения и небольшим кусочком массы наращиваем объем и оставляем сохнуть на день или на два. Теперь займемся ушами. Из двух шариков делаем одинаковые по размеру лепешки и приглаживаем их к голове слона. Проверяем, что они расположены симметрично, и переходим к попоне.
Катаем шарик побольше, расплющиваем его и, смочив спинку слона водой, приклеиваем попону на место. Из двух шариков делаем глазки, а из двух небольших лепешечек верхние веки. Из еще одной лепешки формируем ротик. По желанию делаем шапочку слоненку и оставляем его до полной просушки еще на парочку дней. Слон высох и можно заняться росписью. Но сначала я хочу обратить ваше внимание на то, как сильно итог зависит от бумаги и клея. Чем водянистее клей, тем сильнее усадка, а как итог менее гладкая поверхность. А белые и гладкие участки – это масса на густом канцелярском ПВА и более рыхлой бумаге. Просто вы часто спрашиваете, почему у вас масса не такая, как у меня в видео, но на самом деле масса всегда немного разная. Просто лепите как можно больше, и вы поймете, что нужно добавить в каждом конкретном случае – крахмала, клея или муки. А после росписи, кстати, все отличия перестанут быть заметными, и вы не увидите никакой разницы. Вернемся к слону. Покрываем всю поделку белым акриловым грунтом или белой акриловой краской в 1-2 слоя и даем высохнуть. А дальше раскрашиваем акриловыми красками на свой вкус. Я решила в этот раз сделать роспись нежной и как бы акварельной. Для этого все используемые цвета я немного развожу белой краской. Роспись делаю, как и всегда, по принципу от темного к светлому. То есть сначала наношу самый темный оттенок, а дальше сухой кистью более светлыми оттенками буду его высветлять. Все базовые цвета, то есть те, которыми я раскрашиваю поделку в начале, серый, розовый, желтый, салатовый, я наношу в 2 слоя, чтобы сделать плотный непросвечивающий тон. После того, как базовые цвета высохнут, можно переходить к осветлению. Разводим первоначальный цвет еще большим количеством белой краски и сухой кистью проходимся по поделке, как бы подметая ее. Если хотите получить более выраженный эффект высветления, то пройдитесь поверх нанесенных цветов чисто белой краской, но еле-еле касаясь поверхности кистью, чтобы не переборщить и не получить в итоге белое пятно. Черной краской раскрашиваем глазки. Это будет самая яркая деталь во всем слоненке, и они будут делать его живым.
Если по каким-то причинам вы не хотите привлекать внимание к глазам, раскрашивайте их темно-коричневой краской и немного высветлите белой, так они сольются с общим фоном. Белой краской тонкой кистью делаем наброски рисунков на шариках. Делайте их максимально простыми. Звезды, точки, линии. Не нужно переключать внимание со слона на шарики, они должны просто дополнять общую картину. Также высветляем центральную часть попоны и шапочки. И можно немного высветлить арену. Дальше добавляем цвета на высветленные белой краской узоры. Делаем это также сухой кистью. Бледно-розовой краской сухой кистью добавляем слоненку румянца. И тонируем внутреннюю часть ушек. Если у вас есть сухая пастель, растираем немного пастели на блюдце или в палитру. И сухой кистью добавляем теней там, где они должны быть. Во всех углублениях, стыках и соединениях. Можно выделить тенями глаза и рот, добавить тени от попоны, шапочки. Думаю, вы и сами поймете, где и чего не хватает вашему слоненку. Можно остановиться и на этом этапе, но я решила добавить побольше объемных элементов, чтобы усложнить образ. Для этого нам понадобятся акриловые контуры, и их совершенно не обязательно покупать. Я уже показывала, как сделать такие контуры самостоятельно. И скажу честно, откровенно, самодельными контурами в последнее время я пользуюсь все чаще и чаще, чем покупными. Ссылка на мастер-класс по изготовлению контуров, подсказки и в описании под этим видео. Итак, контурами выделяем рисунок на шарах. Также можно добавить какие-то простые элементы – спирали, точки или волнистые линии. На попоне и шапочке контурами создаем рисунок и делаем бахрому. Не пытайтесь сразу оформить контурами всю поделку. Делайте это в несколько этапов, чтобы не смазать уже нанесенные рисунки. И в самую последнюю очередь я решила добавить на поделку немного золотого блеска. Делаю его с золотой пудрой, которая, по-моему, предназначена для дизайна ногтей. Такой блеск получается очень деликатным и придает всему образу нотки магии и волшебства.
По желанию можно покрыть слоненка глянцевым или матовым акриловым лаком. Наш цирковой слоненок готов, и можно полюбоваться результатом. Если именно эта тематика нравится вам больше всего, и вы бы хотели видеть как можно больше мастер-классов по папье-маше, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Так я пойму, что эта тема востребована, и буду снимать больше подобных видео. Кстати, возможно, вы обратили внимание, что на канале появилась кнопочка «Спонсировать». Конечно же, это не значит, что вы больше не сможете бесплатно смотреть мои видео. Не переживайте, сможете. Это останется неизменным. Просто теперь каждый из вас может внести свой вклад в развитие моего канала, принять участие в выборе следующих тем для видео, а также получить от меня какие-то дополнительные бонусы. Не забывайте, друзья, я очень рада любой помощи от вас. Лайки, комментарии, подписка и спонсорство – это все мотивирует меня делать мастер-классов больше, а сами видео лучше. И за все это я вам очень благодарна. Ну а на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем отличного настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.